Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Второй прогноз. Сентябрь. Знаки судьбы. Давайте узнаем, что нас ждет в сентябре. Что нам подскажут карты, каковы эти самые знаки. Мы достанем с вами 3 карты, и у нас сегодня колода ангелов-хранителей. Я же вижу этот месяц, сентябрь, в более позитивных энергиях, какой-то жизненный лабиринт, или пусть это касается даже путаницы, может быть, это касается вас самих, а может быть, это еще и связано с какой-то внешней составляющей. Так вот, здесь больше порядка, как и в нашей собственной жизни. Нам хочется этого порядка, так и с другой стороны, некоторые вопросы, которые могли препятствовать какой-либо организации, и это больше ознаменует обстоятельства, то, что мы называем, или внешние события. Здесь тоже как бы силы внешние стремятся к порядку, и мы-то тоже. И благодаря, наверное, транзитам у нас Солнце в Деве будет до 22 числа, и это критическое мышление. Но еще и Марс в Весах. И Марс – это планета, которая олицетворяет жизненную энергию, активность, силу. Но Марс в Весах, вот эта активность, вот эта сила, она больше направлена на дипломатию. Поэтому здесь и нужно, и можно, и даже следует договариваться. И главное, нам самим внутренне, мы ведь тоже в этих энергиях находимся. Тут как будто складываются такие предпосылки, как и внутри нас самих, больше порядка в жизнь внести, так и общая какая-то палитра событий. Она ведь тут тоже стремится к тому, чтобы было больше организации, было больше ну, какой-то определенности. Вот мы, наверное, уже, я так предполагаю, в течение первой декады сентября постепенно будем все расставлять на свои места. Или будем видеть какие-то ориентиры, к чему все идет. Поэтому шаг за шагом какой-то лабиринт или путаница какая-то, метаморфозы бесконечные. Я так вижу, они будут идти к финалу. Ну, давайте мы с вами достанем 3 карты, как 3 знака судьбы, а потом раскроем каждую карту в отдельности. Первый знак судьбы, второй знак судьбы и третий знак судьбы. Итак, первая карта. С чем это будет сопряжено? Шикарная карта, мои дорогие. Вот это, наверное, если существует какое-то благополучие, высшая октава, то это конкретно девятка Земли. Тут есть в этом еще и определенный смысл. Почему? Потому что девятка, 9 по нумерологии, это, как знаете, ситуация пороговая. Впереди перемены, нам об этом говорят. Но вот мы сейчас отстраиваем благополучие, чтобы лучше адаптироваться к тому, что придет в последующие месяцы. Октябрь, ноябрь, декабрь, может быть, и вообще на 2026 год. И у вас главное по девятке Земли или девятке Пентаклей – это возможности, это и удовольствие, удовлетворение от того, что вы проделали прежде. Здесь буквально какой-то успех к вам приходит и возможность не суетиться, понимаете, если были, опять же, какие-то путаницы. Вот здесь больше порядка, организации. И это и как на вашей жизни напрямую касается. У кого-то это по части работы, по части заработков. Но давайте мы с вами раскроем это значение, с чем это будет связано, что это от вас потребуется, может быть. Рационализм, мои дорогие. У кого-то по королю мечей мы называем, или король воздуха, так называется в этой колоде. Это рационально взвешенное решение, согласование, может быть, подписание важных документов. Вы можете столкнуться с людьми, или, может быть, вы даже стремитесь к этому, занять определенное место в системе иерархии. Кто-то делает карьеру, для кого-то для согласований по части важных бумаг, соглашений, контрактов нужно будет отправиться в какие-то инстанции, но самое главное, вот общее, да, как знак судьбы. У вас все получится. Ну да, более холодная энергия. Тут ни разу не про тот Марс, который вот прямо рвется наружу. Нет, тут рационализм, какая-то, может быть, и есть прагматика, но в этом плюс. Потому что когда мы решаем вопросы, которые касаются нашего благополучия или финансов, ну явно эмоции нам только замыливают глаза или больше путаницы вносят. Но для вас, как вы можете сами с такими людьми сталкиваться, ну так и вам нужно быть в таких же энергиях тогда. Больше плюсов, больше возможностей. Давайте достанем еще одну карту.
Вот посмотрите, по десятке воздуха мы уже прощаемся с прошлым, закрываем в прошлое дверь. И у кого-то вот эти согласования, подписания, соглашения, контракты, оформления, может быть, какие-то, завершения, может быть, и судов, или пусть даже вот сразу не завершается, но вы уже видите, к чему это идет. Может быть, для кого-то из вас, и это очень часто проигрывается по королю мечей именно, как люди в погонах или люди конкретных профессий. То есть это у нас могут быть юристы, адвокаты, узкие специалисты, у кого-то может быть и врач, правда. Когда вы тоже вот уже разберетесь в какой-то ситуации по вашему состоянию здоровья, что-то завершается. И первая карта нам говорит, да тут больше позитива, больше возможностей, опять же, больше организации. Для кого-то из вас это может еще и означать, когда вы строите карьеру. И значит, тоже мы все равно закроем в предыдущий какой-то период дверь, может быть, как гештальты какие-то, по сути дела, мы закрываем, и мы дальше не оборачиваемся. Некоторая демаркационная линия между прошлым и будущим – это как знак судьбы, мои дорогие. Ну, давайте тогда мы это спросим, а к чему это все идет? К чему все идет для вас? А вот на все не заканчивается. Ну, наверное, как наша жизнь, она все равно протекает с элементом непредсказуемости. Но если мы говорим, это колода ангелов-хранителей. 10 ангелочков на в колесе фортуны представлены в этой карте. Посмотрите, это вот сейчас фортуна на вашей стороне. Тут так и прописано. Как и перспективы, да, прогресс сам, и фортуна мы говорим. Но перемены, мои дорогие, поэтому вы действительно на пороге перемен. Но для вас внешние события и ваше где-то внутреннее желание, они идут в тандеме. И значит, вы сумеете проложить какую-то новую траекторию или, знаете, видеть, что в реальности сейчас в ваших силах сделать, чего вы где-то хотите, это ваше желание соединить и внешние события, которые тоже можно сложить воедино красивый узор. И, может быть, даже это у кого-то будет касаться личной жизни. Но, значит, вы здесь словно на подъеме. Вот смотрите, уже не первую карту мы с вами достаем. И ведь правда, пусть прошлое завершается, но значит и вместе с прошлым завершается какая-то путаница. И здесь, кстати, свобода прописана, завершение, какие-то, может быть, и новые возможности. Что-то вы тут и передумаете по-новому. Это свежий взгляд на мир, свежий взгляд на вещи даже или на какие-то вопросы. Если прежде вы видели в одном каком-то формате, здесь вы можете от своих предубеждений отказаться. И, может быть, тут вам как раз в тему и фортуна помогает. Давайте мы еще посмотрим, к чему все идет. Ну, какие-то перемены, они продолжатся, посмотрите. У кого-то для тех, кто один или одна, выйти, может быть, из одиночества. По пажу кубков или паж воды здесь называется. Смотрите, волшебная карта. Во-первых, приятные эмоции, чувствительность конкретно, доброта, интуиция. Слушайте свою интуицию, она вам будет давать правильные подсказки. Но наш паж – это еще хорошее настроение, это какие-то, может быть, новые люди в вашей жизни. Но паж держит кубок, а из кубка выглядывает рыбья голова. Рыба – символ благосостояния, финансового успеха или финансовой стабильности, вот вам девятка земли, и одновременно перемещение, путешествий, желание видеть мир. По сути дела, возможности. Вот так, в таких добрых энергиях будут следовать, к чему все идет, какие-то перемены. И вот нам просто карта говорит, не удерживай то, Овен, что само пытается оттолкнуться. 13-й старший аркан в этой колоде называется просто так, Лашар Андары. Отпускай, и все. Мы называем по-разному 13-й старший аркан, но нам снова говорят окончание, трансформация и, опять же, свобода. Две карты, которые говорят о своеобразном освобождении. Но и ты не пытайся какую-то замшелую ситуацию заново притянуть в надежде, что ты там можешь что-то, ну, как изменить. Тут нужно идти вперед, мои дорогие. А вот то, что нам по судьбе мы говорим, да, все же два старших аркана. Тут сама фортуна как будто знает, что для вас, какой более, ну, может быть, и продуктивную, или более добрую дистанцию, или как какой-то вопрос вам решить. Ну, а если что-то не получается,
Просто, мои дорогие, отпускайте. Вот такие в целом тенденции для вас, такой знак судьбы. Ладно, давайте посмотрим второй знак судьбы. Ну, как Овен, победитель, наверное, правда? Карта победителя, шестерка жезлов. И это конкретно прописано успех. Есть по этой карте такое понимание, как и самодостаточность, самоодобрение. Вот это будет очень важно. И то, что мы достигаем, ведь это уже результат. Если мы на действия, все наши действия умещаются по нумерологии от 1 до 6. 6 – это уже какая-то вершина. Или как итог. Вот какой-то итог успешный у вас точно, мои дорогие, будет. Но тут, знаете, нам говорит эта карта, проще достичь как будто этого плата или вершины, а потом тебе придется это сохранять. Ну, по сути дела, потом какая-то рутина может следовать, потому что нам нужно будет удерживать собственные позиции. Вот для вас это как знак судьбы. Ладно, с чем это связано? Праздник после победы, мои дорогие, нечего добавить. У кого-то по этой карте, я уже не достаю дополнительное, у кого-то по этой карте согласование, связанное с жилищем, с домом, обустройство дома. Может быть, это и по работе. Все-таки жезлы иногда говорят, что откуда к нам приходят, да, финансы. У кого-то работа на дому, у кого-то, может быть, и есть перестройка по части работы, бизнеса, что-то вы тут реструктурируете, но это ваши перспективы, мои дорогие. И, по сути дела, праздник, вот тут прописан праздник после победы, и это значит будет. Ладно, но замечтаться никак нельзя. Вообще одни из лучших карт в плане победы и праздника после этой победы. Так как к чему все идет? Я сказала, нужно сохранять. Да, мои дорогие, смотрите, то, что вот вы достигаете, оно вам будет своеобразным стартом в будущее. Это вот правда, вы на момент перехода между прошлым и будущим сентябрь, ну и одновременно завершение путаницы, выход из лабиринта. Вот как нам здесь две карты сказали, не удерживай, так и 20-й старший аркан снова напоминает. То есть то, что вот как твой успех, Овен, его не заберет никто, но тебе придется себя перестраивать в какой-то новый формат, возможно. Здесь как это карта возрождения, избавления от боли, от страданий. Поэтому, знаете, будет очень важно, это как знак судьбы, удерживать по части работы, я вижу, бизнеса, достижений, изучений и финансов. Вот это нужно быть реалистами. Но это не значит, что это должно быть основано на каком-то прежнем опыте. А это надо будет перекладывать как в будущее, видеть на пару шагов вперед, потому что все будет действительно меняться дальше. Может быть, это в сентябре, ну, как и Солнце в Деве, я сказала, так и Марс в Весах. Это более такие добрые энергии. Кто знает, может быть, потом время начнет убыстряться. Вот, кстати, да, ближе туда, к концу 2025 года. Помним, я часто говорю, это год адаптации. Но если что-то или кто-то пытается уйти из вашей жизни, не удерживайте. Освобождайте как будто в своей жизни место для чего-то нового, более счастливого. Вот такая перезагрузка, мои дорогие овны, интересная. Ладно, третий знак судьбы. Вот смотрите, карта отшельника. Ну, кто бы что об этой карте не думал, я ее люблю. Знаете почему? Никто не мешает. Вот на самом деле, когда никто не мешает, ох, как это бывает важно. Да, может быть, карта нам говорит, есть какие-то начинания, есть то, что вы хотите дальше осуществлять. И тут, конечно, будет очень важна вера в собственные силы. Но это и к вам могут обращаться, мои дорогие. Вот третий знак судьбы. Будь где-то настроен, Овен, взаимодействовать в каком-то новом ключе с людьми или с общественностью, или с вашим окружением. Вас будут видеть, несомненно, лидера, но некоторая снисходительность, она от вас, ну, как бы исходить, наверное, должна. Ведь отшельник – это философ, к которому обращаются за тем, чтобы разобраться с каким-то вопросом. Или он распутывать может какие-то сложности, как тайны какие-то, да, или правильно объяснить, как нужно действовать или как действовать не нужно. Но для этого вам самим требуется быть в этих энергиях. И, безусловно, хоть и это карта Дервиша,
Может быть, она где-то говорит знак судьбы. Вот смотрите, сначала деньги, если мы вот так на финансовую плоскость переложим. А мы здесь говорим о том, что, ну, для него деньги не главное. Тут какая-то идея, как жизненный путь. Так вот, вам могут потребоваться на последующее время для ваших новых свершений вот те финансы, которые вы, может быть, имеете в первой декаде месяца. Я могу такое предположить. Или вот тот успех, опять же, или вот эта победа с праздником, она должна быть растянута, продолжена. Но, может быть, карта предупреждает, будь внимателен по части финансов. Хотя, конечно, это старший аркан, он будет говорить о том, что надейся сам на себя. Но я думаю, вас, мои дорогие любимые овны, вот точно этим не удивишь. Овен всегда сам на себя рассчитывает, более того, еще и снаружи кучу людей приходит, которые тоже на овна рассчитывают. И вот, кстати, в этом контексте не торопитесь взаимодействовать правильно, я сказала, да? Но это ведь не значит, что вы будете со всеми соглашаться. Вам придется быть философом и дипломатом, чтобы уходить от того, в чем вам участвовать не надо. Вот к этому будьте готовы. Мешать вам конкретно никто не будет. Но тут и не согласиться на какой-то ляпсус, себе самому не помешать. Вот этот момент тоже очень важен. Почему? Потому что вы как должны видеть свои перспективы. Все-таки отшельник, значит, как ваша миссия может быть какая-то, мои дорогие, она должна быть продолжена. А если, и ведь это свободный человек, по сути дела. А если мы на себя каких-то договорных обязательств чересчур повесим или нагрузим, ну, вряд ли мы будем себя чувствовать свободно. А это карта свободного человека. И помним тогда финансы – один из способов взаимодействия с миром. Я бы сказала, у вас должна быть подушка безопасности, заначка какая-то, что ли, должна быть. Все-таки мы люди земные, правда? И хоть нам Дервиш показан, да, мы не поставим на первое место ни в коем разе именно деньги ради денег. Нет, потому что какая-то иная, вот высшая идея, высшая октава, она присутствует. Но мы и не отменим деньги. Будьте готовы к тому, что тоже будет что-то меняться. Что это означает? Ну, прям по судьбе, мои дорогие. Так выглядит та карта, которую мы называем Иерофант. Вы знаете, вы можете, действительно, кто-то получает должность, может быть, это вы идете к этому, ну, где-то с первых чисел сентября. Или вы какие-то важные согласования проводите, но вы итог получаете, это факт. А для кого-то ведь аркан-отшельник будет означать, что вы из такого отшельничества, одиночества вы захотите выйти и будете рассматривать для себя или расширять, ну, как возможность впустить в свою жизнь новых людей. Но это не значит, что мы прям все на каком-то доверии абсолютном строим. Нет, мы тут себя сохраняем. Но я могу допустить с учетом пятого старшего аркана в этой колоде о том, что мы, скорее всего, по традициям, все-таки это карта традиций, это карта еще и где-то карта власти, отчасти от ну, может быть, сильных мира сего или какие-то важные согласования, когда учитывается и менталитет, то, что принято, да, в обществе, или какой-то порядок, структура. Вот против порядка структуры точно не идем. Вот это факт. И вам это все помогает. Может быть, вы и чувствуете себя где-то несколько неуютно с учетом аркана отшельник, а вам необходимо еще какой-то путь, словно пройти в одиночку. Кто-то из вас будет, возможно, знаете, как истину искать или чему-то обучаться. Может быть, это и вы, как я уже говорила, ментор все-таки у нас по отшельнику идет. Да и здесь-то тоже учителя карта. Вот переложите. И вы учитесь, и вы можете учить кого-то. Вы можете, ну, буквально, да, особенно для тех, кто работает в просвещении, может быть, вы тут можете очень такую головокружительную карьеру построить. Понятно, что тут нужно быть очень осмотрительным. Но если мы смотрим в целом энергии, они для вас плюс складывают какую-то картину общую. И тут, может быть, самые разные какие-то предпосылки. У вас много, в принципе, старших арканов, когда, ну, наверное, зревоба. А если вы прежде себе одну траекторию наметили, а тут, видите, что-то новое открывается или какая-то новая возможность, ну, так тогда отпускайте старое и пробуйте какие-то новые методы. Осторожно, себя важно будет сохранять. И чтобы у вас
Все документы, мои дорогие, были в порядке. Вот об этом тоже говорят. Кто знает, для кого-то из вас по аркану отшельник кто-то засобирается в далекий переезд. Но это не значит, что вы в сентябре переедете. Отшельник идет медленно. Вы будете основательно готовиться к какому-то, может быть, далекому переезду. Я такое тоже не исключаю. И может быть это как по судьбе. А для кого-то это будет работа, которая связана, ну, тоже где-то либо с перемещениями, либо, может быть, это какие-то консультации. Кстати, у кого-то работа на дому может быть. А по личной жизни, вот действительно тут есть возможность, как встретить свою судьбу, мои дорогие. Ладно, ну давайте спросим, а к чему же это все идет? Старшие арканы сложно трактовать. Мы учимся, опять же. По тройке Земли мы сдаем экзамен. И поэтому с какими бы ситуациями вы ни столкнулись, мои дорогие овны, помните, что это и жизнь может такой своеобразный момент перехода, как экзамен устроить, когда и есть то, что нужно отпускать, освобождая место новому, но и так и новые перспективы увидеть. Не бойтесь отпускать, я бы сказала. Все то, что пытается уйти из вашей жизни. Может быть, это и вы, кстати. Кто-то будет завершать отношения. Но это тогда скорее те отношения, которые... Ведь в отшельника уходят не просто так, да? А когда этому предшествовали события. Но, значит, вам какое-то время, может быть, и нужно так немножко побыть кошкой, которая сама по себе, прежде вы чем прочувствуете, какие же, вот как по тройке Земли, передо мной открываются перспективы. Но вообще по этой карте, в этой колоде раскрытие талантов и работа в команде. У кого-то вы будете вот так шаг за шагом продумывать именно свое окружение, кому вы доверяете, может быть, кого-то вы и исключите, не случайно, опять же, отшельник, и из своего круга приближенных, будем говорить так, и внешние события, скорее всего, ну, вам способствуют, чтобы вы некоторую перерокировку явно сделали. Давайте, к чему все идет еще. Останутся только люди надежные. Для кого-то это правда выйти из этого отшельничества, одиночества и встретить, или, может быть, уже есть какие-то отношения, но тогда они могут перейти на новую фазу. Да, вы тут можете задуматься, почему бы не жить вместе, почему бы не оформить отношения. Ведь по двойке кубков, ну, безусловно, это общая какая-то дипломатия во всех вопросах, да, но это партнерские отношения, это какой-то очень важный человек в нашей жизни, тот, который нас понимает без слов. Кому не надо вот разжевывать что-то, объяснять 250 раз, а он бы с нами спорил, да? Нет, по двойке кубков взаимопонимание, верность, любовь, искренность. Вот такие знаки судьбы для вас, мои дорогие овны, на сентябрь. Перекладывайте на себя. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши волшебные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.